Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп с 6 по 8 сентября 2021 года. Это время убывающей Луны в знаке Дева, а также это время новолуния, время периода черной Луны и рождения нового лунного месяца. Но прежде чем мы рассмотрим полную ситуацию всех дней этого периода и также предшествующего дня и последующего дня, по вашим просьбам снова же, я хочу вас попросить, если вы еще не подписались, подписывайтесь на наш канал, а также лайкайте, комментируйте и просматривайте рекламу. Нам предстоит еще приобрести дополнительное оборудование для того, чтобы наша работа была более качественной и для вас это было бы более удобно. Мы не просим ни у кого никаких денег, а просто-напросто для вас это просто. Лайкайте, комментируйте, пишите свои мнения, а также подписывайтесь на наш канал. Благодарим вас за это. И приступим к агрогороскопу. Мы живем на юге Украины, в городе Измаил. Это Одесская область, юг Украины. Но мы составляем всегда агрогороскопы по московскому времени, потому что очень многим удобно благодаря интернету определить по московскому времени свое местное или время страны, или определенного региона. Итак, начнем. Всегда рассматриваем в начале предшествующий день к периоду, который мы рассматриваем. А предшествующий день – это завершение периода Луны в знаке Лев. Это убывающая Луна. Это также уже период Гекаты. Впереди у нас новолуние, поэтому в этот период мы уже с вами рассматривали этот вопрос. Мы не сеем и не высаживаем ни рассаду, ни саженцы, ничего из этих посадочных посевных работ не проводим. Но 5-го можно будет поработать с обрезкой в саду. Почему это так важно? Далее уже, посмотрите, это будет время Девы. А в Деве нельзя обрезать растения. Уже многие убедились. Я столько раз делала испытания. Просто-напросто заболевает растение, желтеют листья, и растение потом погибает. Единственное, что можно было делать, но это было продуктивное время при растущей или при убывающей Луне, можно было нарезать череночки. Но сейчас нельзя этого делать. Это черная Луна, а само сочетание черная Луна уже говорит о том, что к чему, если что-то делаешь, куда это пойдет. Нужно ли вам это отдать черной Луне или нет? Ну, я думаю, что нет, потому что так сложно сейчас вырастить любые растения. Поэтому, смотрите, мы можем просто обрезать 5-го, а уже 6-7 мы не обрезаем в саду ничего. Но зато можем защищать растения от вредителей и от болезней, а также вести подготовку к зиме. Ну, в каждом регионе, судя по вашим сообщениям, где-то уже и заморозки, где-то морозы и снег. Готовьте растения к зиме. Разные работы и разные этапы подготовки, так что сами уже по своему региону определяйте, какие работы в первую очередь важны для вас. Вот здесь, видите, 6-7 нельзя обрезать, а вот в саду можно будет обрезать растения, но не для черенков. Черенки у нас только в дне корня, для того, чтобы, если хотим их размножить, чтобы укоренять. Поэтому здесь можно проводить обрезку, потому что далее это будет знак весы, знак стихии воздуха. Вот этот период, пожалуйста, это используйте. Ну и получилось, что я немножко ушла от 5-го, зашла в более глубокие дебри. Хочу сразу же сказать, что 6-го, 7-го и 8-го, посмотрите, везде одинаково, посевы и рассаду не высаживаем. Вплоть до 8-го включительно посевы не проводим и рассаду и саженцы не высаживаем. Будьте внимательны, не высаживайте любые саженцы. Это приведет к печальным последствиям. Я вот потеряла уже с десяток таких растений. Не имеет значения, что это или ягодники, или кустик, или саженец плодового дерева.
пропустите этот период, и позже мы это с вами сделаем, и качественно, и хорошо получится. Итак, мы дошли до сада, разобрались с садовыми делами. Ну и очень важный момент, он сразу же связан с зеленой операцией. Зеленые операции в знаке стихии огня проводить эффективно, потому что у нас не только в саду сейчас еще зеленые операции есть, и теплицы отапливаемые, ну а на юге еще можно что-то тоже в теплице провести, какие-то работы, тоже еще что-то растет, вот эффективно провести прищипку уже этих же томатов или обрезку листьев, пасынков, другие зеленые части растений 5 сентября очень хорошо это сделать. Но снова же, далее я уже об этом говорила в саду, но для любых растений 6-7 нельзя проводить любые зеленые операции. 2 дня перерыва, и затем 8 после 7 часов утра можете эффективно использовать любую зеленую обрезку. Ну а для сада любую обрезку, которая вам необходима. У нас время новолуния и роста Луны еще нет, так что можно использовать этот период для обрезки. Комнатные цветочки, что здесь делать? Тоже есть растения, которым нужно обрезать какие-то части растений, или цветоносы, или листья. Пожалуйста, обрезайте, все будет нормально. Дальше можно защищать ваши цветы от вредителей и болезней. Вот это в знак стихии огня очень эффективно. А вот уже поливы и подкормки здесь мы не используем. А поливы и подкормочки это очень хорошо в Деве. Вот это дни корня. Хотя это новолуние и геката, но поливы и подкормки используйте, они эффективны. Здесь же для цветов также можно использовать защиту от вредителей болезней. Обратите внимание, очень много сообщений о том, что паутинный клещ, белокрылка попряталась и в грунте, и под листьями. Пожалуйста, обрабатывайте тщательно свои растения для того, чтобы потом не загубить и те здоровые растения, которые у вас были в комнате. А вы из сада занесли вот такие неприятных вредителей, насекомых, которые могут вам испортить растения уже во всем доме и испортить и ваше настроение, и, естественно, вы потеряете растения. Так что обрабатывайте, защищайте, поливайте, подкармливайте. Кстати, особенно для цветов сейчас хороши подкормки для цветущих или которые только начинают цвести. Напоминаю, для этих растений, которые собираются цвести или цветущих, нужны сейчас обязательно такие элементы, как калий и магний, или же фосфор, калий и магний. Вот эти элементы питания нужны для красивых цветов. И у нас завершается этот вид работ комнатных цветов 8. Здесь можно уже поливы подкормки не подходят, потому что это период стихии воздуха. Поливать ни в коем случае нельзя, потому что загнивают корни. Но зато, если нужно что-то обрезать, какие-то операции зеленые сделать, делайте. Ну и защищайте свои растения от вредителей и болезней. Это что касается комнатных цветов. Далее, особый момент всегда уделяю поливам и подкормкам. Если это было по цветам отдельно, то здесь рассмотрим поливы, подкормки для садовых растений, для тепличных, для тех, что растут еще на грядке. Есть разные регионы и страны. Так вот, 5 сентября в знаке стихии огня поливы бесполезны. Все силы, энергии растений направлены на плоды, на цветы, на формирование, на работу с тем, чтобы оставить после себя семена, естественно, из семян вырастут новые растения. А в это время как раз полив не приведет к хорошим, эффективным результатам, поэтому не поливайте в это время. Просто-напросто это бесполезно. Не будет вредности для растений, но они просто, эти воды все уходят. Я заметила еще такую тенденцию, когда поливаю вот с грунтом, посмотрите, поливаете грунт, и в разных периодах, в разных стихиях. И именно в период огня
земля становится как глина, как пластилин. Вот обратите внимание на эти моменты. Просто-напросто вода не идет на пользу. Делаю эти акценты, объясняю всегда для того, чтобы вы в дальнейшем были готовы к любой ситуации. А любая ситуация – это в дальнейшем возможное отключение интернета, возможное отключение света. И я не смогу очень быстро ответить на ваши вопросы, подсказать, поэтому я даю полную информацию, учу вас, чтобы вы могли очень быстро ориентироваться в дальнейшем в мире информации, когда нет доступа этой информации, а это есть уже у вас внутри. Вы это запомните. Итак, в знаке стихии огня во Льве не поливаем и подкормками не пользуемся. Зато Дева – это день стихии Земли. И прекрасно через корни, кстати, и через листья, если растения такие, как капуста, поливать эффективные поливы. И, естественно, эффективные подкормочки. И по листьям еще там, где идет вегетация, где мороз еще не заморозил листочки, где процессы еще физиологически продолжаются, подкармливайте по листьям. Корни уже малоэффективны, эти подкормки, но если у вас такое есть желание, можете использовать. И это можно будет делать и 6, и 7 сентября. И поливы, и подкормки эффективны. Заметьте себе, что это в Деве было хорошо, а здесь весы, 8 число. В весах знак стихии воздуха не поливаем и не подкармливаем. Вот смотрите, как хорошо природой продумано все эти ритмы. 2 дня поливай, подкармливай, до этого бесполезно, а здесь нельзя. То есть можно всегда найти способ, имея вот такой агрогороскоп, составив его, можно, вот мы пользуемся, определить свои лучшие дни для каких-то определенных работ и выполнять эти работы. Идем дальше. Вот очень важный момент сейчас для всех. Осень – время сбора урожая и заготовок различных, и закладки на хранение зимнее. Поэтому вот смотрите, 5 число, вот эти все работы эффективны, успешны. Их нужно делать, и очень хорошо все получится. Итак, заготовки прекрасно. Закладывайте на хранение, что вы там собираетесь закладывать. А также собирайте урожай картофеля, лука, плодов, ягод, зелени. Все, что созрело и что вы уже готовы собрать и на переработку, но постарайтесь это сделать вот сегодня, допустим, 5 вы собираете и 5 вы перерабатываете. У меня много вопросов. Вот мы собрали все вот такого-то числа, а потом неблагоприятные дни. Что делать? Оно сгниет. А зачем собирать все, если можно собрать часть, которую вы переработаете? Переработайте, а в Деве нельзя будет перерабатывать. Я еще раз убеждаюсь, провожу эксперименты, испытания, но не получается. Да, это медленно идет вот этот процесс, когда взрывают банки. Вот в Деве, вот сколько не делаю, у меня взрывают, правда, разные периоды, через 2, через 3 месяца, даже если большое количество туда положить уксуса, все равно вот Деве не нравится консервация, Деве не нравится, некрасивый цвет приобретают сушеные овощи, ягоды, заморозка еще более-менее. Но снова же, лучше это делать в другие дни. Смотрите, у нас есть 5 и есть уже 8. Вот можно эти работы выполнять. Здесь включен зеленый свет. Я цветом зеленым написала, поэтому 8 собираем картофель, лук, морковь, свеклу, яблоки, ягоды. В общем, все, что у вас созрело и что вы уже хотите собрать, выкопать, убрать, собирайте и закладывайте, перерабатывайте и закладывайте любые плоды и ягоды на хранение. Все будет замечательно, все будет хорошо, получится качественно. Итак, мы сегодня с вами рассмотрели агрогороскоп. Так, я вот до конца уже вам показываю. Мы рассмотрели с вами агрогороскоп 6 по 8 сентября 2021 года. Раиса Горяченко, Александр Волик, благодарим вас
за то, что вы принимаете участие. Вот это видео из серии вот этих коротких гороскопов в определенном знаке нахождения Луны, это ваши подсказки, это ваши вопросы, это предложения, и мы их осуществляем. Так что ваши предложения, ваши вопросы мы и далее будем рассматривать. То, в чем мы разбираемся, то, в чем у нас есть опыт, и мы можем об этом рассказать, мы об этом говорим и делимся с вами. И с большим удовольствием потом читаем комментарии, что у вас прекрасно все получается. И радуемся искренне за вас. Ну что ж, до новых встреч в новом видео на нашем канале. Всего вам самого-самого прекрасного, хорошей погоды и отличных заготовок, вкусных заготовок на зиму.